Гран Фондо Люксембург представляет собой медиафондо 85 километров и само Гран Фондо 155 километров с 9 километрами нейтрализованного старта. В принципе, старт был очень классный, всего 4,5 часа от дома на машине, поэтому я решил съездить и прокатиться. Гран Фондо носит имя известного люксембургского велосипедиста Фрэнка Шлека, который был активен в начале 2000-х и затем погорел на скандале с велодопингом. Но, как говорится, в 2000-х кто из велогонщиков не бахался? Все, в принципе, туда и скатились. После он был, правда, оправдан, и, кстати, он также стартовал Гран Фондо перед нами в VIP-участниках. Подготовка к гонке начинается за день до, а именно с углеводной загрузки. Я стараюсь, в принципе, соблюдать около 8-9 грамм на килограмм в день перед гонкой, только углеводов, немного жиров и немного белков. Клетчатку стараюсь полностью убирать. Мой любимый источник углеводов — это, конечно же, желатинки. Это самый дешевый, в принципе, простой и легко усвояемый метод. Хоть настроение было боевое, но настроение было не очень, потому что гонка предстояла длинной, тяжелой, а моя подготовка оставляла желать лучшего, хотя из-за чего я еще и, в принципе, рад результатам и как гонка прошла. И опять же, почему я доволен этими результатами? Да потому что, в принципе, в мае из-за работы мне не удавалось тренироваться от слова совсем. Первую неделю мая я проехал всего 50 километров на велосипеде. То есть в сумме где-то 2 часа я провел на велосипеде. Затем я не мог из-за работы. Следующая неделя 4 часа на велосипеде с 3 ночными дежурствами по часу либо 2 часам сна в день. Затем следующая неделя опять у нас 6 часов тренировок с 3 ночными дежурствами с отсутствием сна. И, соответственно, неделя Гран Фондо вышло проехать 10,5 часов, из них 4 часа самого Гран Фондо и 1 тренировка после Гран Фондо. То есть, в принципе, подготовка была никакущей, было очень много работы, и тем самым я доволен. Углеводная загрузочка продолжается, значит, углеводная загрузочка. К сожалению, не было большой кастрюльки, поэтому было изобретено новый метод готовки спагетти. Сковородки, просто их варить, понимаете? Ну, такую систему я тоже не знал, но немцы тоже, оказывается, изобретательные люди. Так, как обычно, распаковочка. Что нам дали сегодня за 75 евро. Такой вот мешочек, которых уже сотни дома. Значит так, 20% на Юкой, желатиночки, носки с символикой Люксембурга, окей, фляга, макулатура, Kitzbühel Радмарафон, батончик и что-то еще, короче, здесь, чип, скорее всего, и номер. Вот, Гран Фондо UCI Люксембург. Окей, на велосипед, чип, ваучер на пасту пати, на которую мы не пошли, и наклейка на раму с отметками, где какой подъем и какой градиент и уклон. Я это клеить не буду, потому что все равно на велокомпе. Зачем, в принципе, портить раму, потом отклеивать туда-сюда, да, оно, наверное, оно куда, и на вынос оно все равно не поместится. То есть, если так вешать, то куда мне сюда наклеивать, на пол этого? Думаю, что нет. 3 пункта питания, но, как обычно, я буду брать с собой, скорее всего, 3 бидона. 1 в Джерси, 1 потом выкину на первом пункте питания на 40 километрах. Вот. Поэтому посмотрим. Не богато, но
Что есть, то есть. По питанию у нас все как обычно, 80 грамм на одну флягу Мауртена, плюс 40 грамм в одном геле, соответственно 120 грамм в час, плюс один гель за 15 минут до старта с кофеином, один гель с 20-граммовый с кофеином с собой и еще 2 запасных геля. Ну и батончик просто пожевать что-то перед стартом. В целом все, как обычно, начиналось с того, что нужно занять хорошую стартовую позицию. Но, как обычно, ты приходишь заранее, но кто-то раньше тебя все равно приходит и становится в стартовый коридор. Но в целом очередь была не такая большая, и я смог, в принципе, относительно стать недалеко от стартовой арки. В данном году в Люксембурге был нейтрализованный старт, то есть первые 9 километров мы должны были следовать за машиной сопровождения, нельзя было ее обгонять, и, соответственно, лишь после 9 километров начинается официальное время гонки. Хоть, конечно, организаторы предупреждали к тому, что не нужно будет рвать жопу на первых 9 километрах, мы, конечно же, все очень сильно ее рвали. И сразу со старта я забыл включить велокомпьютер. Ватты, конечно, оказались 500-600 ватт. Люди задали сразу очень высокий темп, ехали очень неосторожно, пытаясь обгонять по бордюрам. Хоть, конечно, организаторы постарались максимально оградить бордюры и улицу, создав нам коридор. Но здесь начались сразу первые какие-то падения. То есть мы не проехали еще 1 километр, вот здесь кто-то уже просто завалился в огромную кучу. И, это просто было жесть, короче. Я не знаю, как можно было вот кто-то, вот видно было, да, человек 20 просто оказались внезапно на земле. Мы скинули все скорость и опять попытались усесться за этой машиной, которой уже не было видно. Понятное дело, там первая группа куда-то оторвалась и уехала от нас. В целом машину сопровождения удалось догнать относительно быстро, не скажу, что легко, но в целом опять удалось сесть в начало группы, и так мы катили дальше, и в принципе я думал, окей, в принципе можно так и сидеть, удержаться здесь, как мы помним с прошлого видео с Гран-фонда Австрии. Я понял, что лучшая тактика, конечно, стараться быть в начале группы, нежели в ее хвосте. Этой тактики я постарался и придерживаться, думая что, в начале этой группы ничего не может случиться. Это был первый урок Гран-фонда Люксембург, что я был неправ. Спустя 3 километра от старта, опять же где-то, когда пелотон замедлился и кто-то завалился, я, к сожалению, не снял это на видео, кто-то въехал мне в задний переклюк, и он просто перестал переключаться, что-то начало постоянно щелкать, что-то начало постоянно стрелять, и мне приходилось 3 раза в целом останавливаться и пытаться что-то изменить, что-то поправить, потому что, в принципе, я не видел в ППХ на большом пульсе, не видел никаких либо внешних изменений, либо сильно чего-то такого погнутого, но это, конечно, полностью меня выбило из колеи. Моя группа основная, самая начальная, уехала далеко вперед, и я оказался в хвосте своей Age Group, что, конечно, мне было просто безумно больно обидно. Уже разобравшись после гонки, оказалось, что просто погнутый петух и произошел изгиб одного пина цепи, которую тоже пришлось заменить. Вот и все. Но на гонке, конечно, это сказалось очень сильно. К сожалению, наматывать сопли на кулак времени совсем не осталось, так как уже началась основная гонка, то есть прошло 9 километров и дана отсечка. И я старался максимально добрать начало группы. Передо мной я оказался в конце группы, моей Age Group было 500 человек, и в принципе я еще на тот момент не потерял надежду, что, быть может, мне удастся где-то добавить, где-то прибавить, и что я смогу относительно быстро добрать мою начальную группу. Конечно же, это оказались лишь влажными фантазиями, и я не смог этого сделать, потому что была огромная толпень, было очень узко, было очень много людей. Понятное дело, не один я пытался куда-то устремиться вперед,
И на данном этапе гонки, спустя где-то 15 километров от старта, я опустил руки, я проклинал того, кто въехал в меня, я задавался вопросом, почему же это случилось со мной, почему все вот так вот. И, если честно, я просто думал сойти с гонки и просто развернуться и поехать назад в стартовый городок. Проехав еще немного и подуспокоился, я подумал, окей, я проеду хотя бы медиафонда, который составляет 85 километров, и на этом завершу этот неудачный день. Особенно я смотрю, окей, пацаны рядом со мной тоже стараются работать. Но здесь произошел второй трагический момент данной гонки, и нас начала настигать вторая группа Age Group, которые стартовали спустя 8 минут после нашей группы. И здесь я просто понял, что ну все, короче, я еду домой. Шансов нет, ничего нет, я в жопе. Нас обогнали чуваки старше нас. Кстати, этот чел, который нас обогнал, по итогу стал призером overall. Ну, здесь все, я опустил педали, уже полностью расслабился, подумал, да ну в жопу, я не поеду уже никуда. Разворачиваюсь на первом повороте назад, и все. Но так или иначе, я заставил себя уговорить и вспомнив, что вообще зачем я занимаюсь спортом, я же не претендую на какие-то призовые места или что-то еще, я занимаюсь для удовольствия. И, в принципе, проехать 150 километров с 2000 набора среди других участников в новой стране для меня, в Люксембурге, да почему бы и нет? И, в принципе, да кто я такой вообще, чтобы здесь вот так вот на начале пути просто бросать все и расслабляться? Это что за манера такая отвратительная? И нужно подсобраться, Артурчик, давай-ка. Так, выключив нюни и включив вместо них ноги, я вынес второй урок данного гранд-фонда. Не раскисать и помнить то, зачем мы занимаемся данным видом спорта, любым видом спорта. Получаете удовольствие, вы становитесь здоровее, вы проводите время на свежем воздухе, вы общаетесь с другими людьми, которые делают такое же хобби. Мы все здесь, большинство из нас, 99%, кто не является кем-то, кто одарен от природы, кто имеет большое количество времени заниматься данным видом спорта, кто не работает 200 плюс часов в месяц. Все мы это любители, которые просто just for fun катаются. Так давайте же кататься. С этой мыслью мне, конечно же, полегчало, и я поехал дальше. И по итогу я был безумно рад своему принятому решению, потому что подавить соус с пацанами оказалось довольно-таки возможным, несмотря на то, что я был уже где-то в конце, либо в середине, мне было не важно. Но кайф и получение удовольствия от езды в группе, общение с другими национальными велосипедистами было очень здорово. По самому Люксембургу и ландшафту гонки, в принципе, было сложно сказать, либо показать, что это какое-то новое для меня, потому что, в принципе, если ты едешь на природе, то сложно понять, ты в Австрии, в Германии, во Франции, в Люксембурге, либо еще где-то. В принципе, оно похоже и схоже было в каждой из стран, где я катался. Конечно, качество асфальта было прекрасное. На всей гонке было 3 пункта питания, но я ни на один из них не заезжал, так как ехал с 3 бидонами с водой. К концу, конечно, было уже недостаточно воды, так как все-таки день был жаркий, особенно во второй половине гонки, выглянуло солнце, и, в принципе, оказалось, что довольно-таки было жарко. Прикольно, что бельгийцы и нидерландцы приезжают на каждую гонку своими велокомандами, любительскими велокомандами. У них на каждые 30 километров стоят люди с бачками, с питанием. Они передают, они работают на лидера группы. И, в принципе, конечно, организация любительского велоспорта в Европе, особенно в такой стране, как Бельгия, учитывая то, что в конце этого Гранд-Форда топ-100 призеров, топ-100 велосипедистов были 90% бельгийцы.
Это, конечно, невероятно. Мне хотелось бы, однако, поднять еще одну тему, которую, к сожалению, никто не обсуждает в любительском велоспорте, особенно когда и кто-то едет на соревнования, это ваша безопасность. Вот посмотрите, опять же, здесь, например, просто выехала машина посреди перекрытой дороги, посреди велогонки. И, в принципе, в конце каждого спуска, так как вы видите, рельеф трассы очень холмистый, в конце каждого спуска на гонке я видел побитых, поломанных людей с поломанными дорогущими велосипедами, с валяющимися погнутыми карбоновыми колесами, с раздертой кожей, с разорванными дорогущими велоформами. И, в принципе, об этом, к сожалению, никто не говорит. И, если честно, я не понимаю тех людей, которые, отмечу, мы едем не в начале гонки, мы не преследуем мотоцикл с телекамерой, которая сопровождает первые топ-20 велосипедистов. Мы едем в жопе гонки. Зачем люди рискуют своими жизнями, а что еще хуже, рискуют здоровьем других людей? Для меня это остается загадкой, ведь по итогу мы остаемся в любительском велоспорте, и в первую очередь мы должны войти в гонку здоровыми и выйти из гонки тоже здоровыми. Я этого, к сожалению, не могу понять, не могу это передать, потому что, в принципе, да, конечно, азарт есть, и у меня он есть, и гоночный соревновательный режим появляется, хочется всех обогнать, и хочется на спуске быть быстрее кого-то, но давайте учитывать друг друга, давайте уважать больше друг друга и стараться, чтобы таких ситуаций было как можно меньше. И так прошли, в принципе, 100 километров, и оставшиеся 50 километров мы ехали в очень большой пачке с просто перемешанными со всех возрастных групп велосипедистами. Погода была отличная, и, в принципе, можно было не напрягаться и наслаждаться процессом и велопокатушкой. Что мне очень нравится в моих коллегах-велосипедистах, это соблюдение режима, когда можно выкидывать мусор. И, в принципе, я так особо не видел ни здесь, ни в Австрии, чтобы кто-то вне положенных пунктов выкидывал фантики от гели, либо какие-то обертки. То есть, в принципе, вот это вот очень мне нравится в Европе. На заключительном подъеме я подумал, блин, я возьму, да, спринтану, и, в принципе, уже все не свежие, и постараюсь хоть обогнать большую часть этой пачки и доехать до финиша. Но, как известно, хочется и рыбку съесть, и на лошадке покататься. И у меня случилась просто судорога посреди этого. Сука! Блять! Ну хуй как я стегну, сука! Сука! Kom op, man. Подъема, и мне пришлось просто остановиться под смех окружающих, проезжающих велосипедистов. Это, конечно, было очень неприятно, но, в принципе, проблема для меня известная. У меня довольно-таки часто сводит мускулус артериус на бедре левой ноги. Поэтому надо, конечно, что-то делать. Я думаю, что это все связано с жаркой погодной условием, с большим потерем солей через пот. В принципе, после данной судороги я, конечно, больше не выступал и ехал смирно за пацанами до самого финиша. В целом, в конце, после гонки, было очень большое обезвоживание. Сразу после финиша я выпил около 2 литров воды. И все этого мне еще не хватало, то есть пришлось допивать целый день, что, в принципе, вполне предсказуемо после такого жаркого дня. Хоть я не скажу, что было очень жарко, была погода 20-22 градуса, просто что слишком длинная гонка, вышла 4 часа. То есть мой результат оказался, конечно же, не такой хороший, как в Австрии, но в целом удовольствие, как я сказал, я получил. Увидел
новую страну, проехал новый Гран-фондо, чего и вам желаю. Продолжайте заниматься спортом, любите велоспорт. Быть может, мы увидимся с вами на следующих стартах и покатаем вместе. Как обычно, в конце, кому интересно, средняя нормализованная мощность составила 264 ватта на 4 часа 10 минут. Набор высоты 2090 получился. В принципе, такая вот длительная, интенсивная тренировочка вышла.